говорите одну фразу в течение этого месяца, и вы увидите, как изо дня в день будет меняться кардинально ваша жизнь. Откройтесь потоку изобилия. С вами, как всегда, канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите это видео до конца. Итак, друзья, у нас близится следующий месяц, и очень важно, чтобы вы на протяжении следующего месяца постоянно говорили себе одну фразу. Эта фраза достаточно сильная, и она готова изменить вашу жизнь. Другой вопрос, готовы ли вы изменить то, что вам не нравится в вашей жизни. Эта фраза достаточно сильная, и эта фраза передавалась из поколения в поколение. И сегодня стараются о ней, к сожалению, замолчать, не говорить. Почему? А зачем? Чтобы другие об этом знали и жили в изобилии, в достатке и благополучии. И это не какая-то сказка, это действительно проверенная практика на протяжении последних 5 лет. И сегодня в этом видео мы хотим о ней поговорить. Дело в том, что мы с вами очень часто не готовы принимать то, что есть в нашей жизни. Мы готовы смотреть на себя в зеркале и говорить о том, что мы нездоровы, что мы несчастливы, что мы не богаты, что мы не имеем тех или иных материальных благ. И мы не думаем о том, что мы не готовы принять те ошибки, которые нам мешают двигаться дальше. Обращаем ваше внимание, что если вы возьмете, проанализируете и сядете в спокойной обстановке, то вы увидите, что ваш мозг постоянно работает с подсознанием. И ваше подсознание постоянно отправляет вам определенные мысли. Например, такие как «Почему я толстая? Почему я не богатая? Почему у меня нет любимого мужа? Почему у меня нет внуков? Почему у меня нет своей крыши над головой?» И так далее. Обратите внимание, или, например, почему у меня нет такого платья, как у моей соседки или у моей подруги, почему у меня нет высокооплачиваемой работы. Вы не видите первопричины, а причина вся в том, что это только вы. А пока вы не начнете себя любить, и именно эта фраза, она поможет вам посмотреть на себя другими глазами. Это банальная фраза, которую многие люди не хотят слышать, не хотят воспринимать, не хотят думать. К сожалению, многие из нас решили стать такой вот рыбкой, которая прокрутила один круг в аквариуме и забыла, что в ее жизни было. А в этот момент, пока мы прожили один день, мы успели столько негатива подхватить в свою голову, в свое тело, в свою жизнь, в свой дом. И когда наступает следующий день, мы вроде как желаем, и мы хотим начать заново жизнь. Но получается ли у нас? Задайте себе вопрос. Нет, потому что в вчерашнем дне у вас достаточно было много негатива. И вам этот негатив нужно убрать, начиная со своего тела и заканчивая тем, что вас окружает, а также вашим домом. А значит, вы допускаете изо дня в день одну ошибку. И именно эта фраза вам поможет решить именно эту проблему. Очень важно, что вы начали держать все те мысли, которые есть в вашей голове. Как вы понимаете, это негативные мысли под контролем. Перестайте думать о том, что кому-то что-то может сказать о вас, кому-то что-то не понравится. Возможно, вам самим не нравится, так как вы живете, какая у вас есть работа, какое у вас окружение гнилое и так далее. Поэтому для начала подумайте о том, что вы отпускаете это все и больше не принимаете ни при каких обстоятельствах в свою жизнь. Это очень важно понять и осознать. Конечно, очень сложно за один день уволиться с работы или разорвать отношения, но если вы уже, во-первых, смотрите это видео, это говорит о том, что высшие силы прямо сейчас, сию минуту, пытаются вам через нас, через наш канал показать, как вы можете изменить свою жизнь. Потому что очень многие из нас пытаются прикладывать достаточно громоздкие какие-то усилия. А вы знаете,
все начинается на энергетическом уровне. Вы можете поменять условно свою жизнь. Вы можете, например, встретить богатого мужчину, да, и начать жить по-другому. Но через какой-то определенный период времени вам это будет раздражать вас, потому что это не то, что вы хотели, потому что каждый из нас человек, он хочет проживать свою жизнь, потому что мы, каждый из нас, это не просто человек, это Бог внутри нас. Только мы не готовы воспринимать это, к сожалению. Вот возьмите и проанализируйте. Если бы у вас все сейчас было, то как бы вы жили? Можем вам сказать о том, что многие люди к сегодняшний день, которые обращаются к нам, когда мы начинаем разбирать их ситуации, мы видим то, что это достаточно богатые, это достаточно, как вы думаете, люди, которые действительно имеют деньги на счетах, которые ездят за границу, которые имеют свои самолеты и так далее, и так далее. Но когда мы начинаем разбирать ситуацию, оказывается, человек внутри себя, он пустой. И вот эта пустота человека раздражает. Вот поэтому вот вы чувствуете, что вас что-то раздражает. Если вы думаете, что вас коллега на работе раздражает, нет, это ваше внутреннее состояние раздражает. Но вы не хотите признать, что есть кто-то, то есть вам так легче сказать о том, что да, мне вот моя коллега меня раздражает, потому что она чай не так пьет, она хлюпает, она ложкой размешивает громко, или она каждый день жвачку жует и так далее, и так далее. Но дело в том, что это ваше внутреннее состояние. И как только вы сами себя начнете менять на энергетическом уровне, обращаем ваше внимание не на физическом плане, а именно на подсознательном уровне, начнете говорить эту фразу, вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. А может, вам вообще не стоит увольняться с работы, потому что перед вами откроются на вашей же работе новые возможности. И та коллега, которая буквально еще неделю назад вас раздражала, уволится, а вы, например, сможете выполнять и ее обязанности, и свои, потому что вы умнее, у вас больше опыта, вас начальник, возможно, заметит, а, соответственно, у вас появится больше зарплата, появится премия и так далее, и так далее. Также касается и отношений. Поэтому, пожалуйста, перед тем, как начать что-то менять, вы внутри себя должны это принять. Поэтому давайте эту фразу прямо сейчас пропишем, запишем. Это очень важно. И это фраза, которую мы рекомендуем изо дня в день произносить на протяжении месяца. Кто-то скажет, ой, так долго произносить эту фразу изо дня в день. Извините, а вы столько несли негатива, вот знаете, вот рюкзак грязи, который нужно вымыть, который нужно, возможно, зашить где-то, потому что есть дырки в вашем рюкзаке и так далее. Поэтому обязательно вот каждый день говорите именно эту одну фразу на протяжении месяца. Сделайте так, чтобы в первый день вы эту фразу хотя бы произнесли 10 раз на протяжении дня. В следующий раз, в следующий день сделайте, чтобы на эту фразу было 50 раз. И так далее. И говорите, дойдите до того, чтобы вы в день говорили 300-400 раз именно эту фразу. Эта фраза «я одобряю себя». Вы утром смотрите себя в зеркало и скажите себе эту фразу «я одобряю себя». Вы идете на работу, в общественном транспорте едете. Не нужно в этот момент смотреть на тех людей, которые едут вместе с вами. Просто прикройте глаза, подумайте о чем-то хорошем и говорите себе «я одобряю себя». Если вам не нравится ваша фигура, вам не нравится ваша работа, то приезжая на работу или приходя на работу, скажите себе фразу «я одобряю себя». И очень важно, чтобы вы постоянно эту фразу говорили. То есть не просто написали себе на листке бумаги, а именно говорили. Именно, например, если вы находитесь в общественном месте, говорите эту фразу про себя. Получается, шепотом говорите шепотом. А лучше, например, если вы во время обеденного перерыва вышли на прогулку или после работы идете в парке, гуляете, говорите эту фразу. Также вы
вы можете эту фразу говорить вместе с членами семьи. Просто говорить «я одобряю себя». Пусть каждый говорит, и вы увидите, что по чуть-чуть, понемножечку ваша жизнь начнет меняться. Еще раз, я одобряю себя. И прямо сейчас напишите в комментариях, таким образом вы сами для себя подтверждаете, что вы готовы начать проводить эту практику. Я одобряю себя. Простая практика, которая творит действительно чудеса. Попробуйте, не бойтесь, рискните. Вам это ничего не стоит. А те изменения, которые начнут происходить, друзья, они вас действительно удивят и изменят вашей жизни. Всех вам благ. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя.